Если я какую-то книжку где-то взяла и поставила ее не туда, и могла за это получить. Я же говорю, у нас метки были какие-то, чтобы меня контролировать. Мне реально было страшно. Этапы наказания были разные. Подход искали. Как выбить дурь из меня. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и в детстве я пережила насилие со стороны приемной матери. Был момент такой, вот это, наверное, с этого я могу как-то понимать, что что-то не так. И по какому-то предмету там, наверное, получила 4. И мать такая, типа, но, так нельзя, 4 это плохо, 4 это ты не училась. А что ты делала, когда не училась? Значит, ты там, допустим, телевизор смотрела, да? И приходит с работы, видит, она какие-то метки ставила, потому что она узнавала. Она говорит, ты телевизор смотрела. Думаешь, блин, ну, это же, наверное, нормально телевизор смотреть, да? Но ты не думаешь, тебе говорят, ну, как бы нельзя. И она нашла выход, она взяла, кого-то же, наверное, попросила сделать, типа сейфа маленького, на замочке, там все дела, и она прятала туда шнур от телевизора, чтобы я его не могла включить. Но сказать что-то или, повлиять на эту ситуацию не могу, я пыталась просто подстраиваться под все это. То есть, когда дома одна, еще более-менее, но когда время приходило, что я знала, что она вернется домой, у меня там все покрывала, везде ходила, равняла, подушечку ровно ставила, везде все проверяла, чтобы ровненько лежала. И у нас общения никакого не было. То есть, если что-то не так, она это скажет, то есть, либо сделает что-то. А если, придраться не к чему, то все, мы будем весь день молчать. Я самая маленькая, мне, наверное, было где-то года 3, сестре где-то от 5 до 7, и брат где-то 13. Всегда были проблемы с едой. Где-то доставалось какое-то молоко, в это молоко какие-то там вчерашние макароны могли засыпаться, и как бы все, суп у нас есть. До одного дня это все продолжалось. Мы утром проснулись от шума. Не шум, а прям вот крик, ор, там какие-то драки, что-то падает. На полу кровь. Стоял какой-то тазик. То ли он был кровью наполнен, то ли это вода, наверное, смыть пытались что-то. Какой-то человек с топором был, и у кого-то была голова пробита. И как-то это все очень быстро произошло. Нас забрала милиция с мигалками. И, наверное, в приемник-распределитель нас завезли. Туда приехали родители. Сказали, что это все временно. Мы вас скоро заберем. Потом нас распределили у меня в детский дом, сестру куда-то в другое место. Она была рядом, где-то со мной рядом, очень близко, то есть она могла ко мне ходить. Может, это были разные корпуса какие-то. А брат был в интернате. То есть меня сдали где-то вот в возрасте, допустим, 3 лет, да, и в 5 меня уже забрали. И тут приезжает какая-то женщина, говорит, я твоя мать. Я просто тебя отдала туда, потому что у меня была болезнь, и мне надо было лечиться. Я такая, так, подожди, а брат? Брата мы попозже заберем. Я такая, хорошо. Я с братом, получается, не попрощалась. И мне так, странно это было. То есть, если ты моя мать, да, то есть, это странно, согласитесь, очень странно. И на протяжении долгого времени я и говорила по поводу того, что, куда мы заберем? Когда она там лучше станет, мы заберем. Когда меня приемная мама повела к ее родителям, они были в шоке от того, что они не представляли вообще, что может появиться какой-то ребенок. И тем более еще с детского дома. Все же говорят, что приемные дети – это очень плохо. И они там нормально так меня называли. Я в другой комнате была, но я слышала, как они кричали. Зачем ты взяла, да ты вообще понимаешь, кто это такой, ты знаешь, какие у нее родители там были, кого ты привела. Мне казалось, что это все как-то пройдет. И оно, в принципе, прошло, они потом меня приняли, даже лучше, чем приемная мать. Этапы наказания были разные. Изначально это было, это просто ремень. Снимали штаны, лупили, проблематично было сесть. Но она, в принципе, этого и добивалась. Она и говорила, что вот, ты там запомнишь надолго, там сесть не сможешь, будешь вспоминать.
в углу насыпается на газетку горох. Ровненько так насыпается, и надо стоять на этом горохе коленями. Вначале больно, а потом, когда они уже туда начинают залазить, все уже, ну, как-то так, она притупляется. И у меня была игра, я там коленку подниму, там луночки я туда засовываю, ну, либо наоборот отлипаю их оттуда. В течение дня я была наказана, и когда уже надо было ложиться спать, она ложилась спать, а я у нее в комнате стояла в углу. Ну, то есть я, в принципе, весь день стояла в углу, но она легла спать, а я продолжаю стоять. И я понимаю, что, наверное, она спит, я могу походить. Я начинаю круги по комнате наматывать. Ей это не нравится, она поднимается и меня в туалет закидывает. В принципе, в туалете почему-то мне казалось, там лучше стоять, чем там. То есть там ты вообще, в принципе, боишься что-либо сделать. В туалете ты у себя, твоя территория, не боишься ничего. Но потом отключают горячую воду, и в туалете становится холодно. Реально холодно. То есть там же все такое, плитка, трубы, холодно. И когда уже не выдерживаешь, начинаешь уже идти к ней, что, мол, может, я пойду спать, я спать хочу. И, тогда, наверное, что-то срабатывало, она отпускала, и я могла идти спать. Притом я не могу понять, за что я могу получить. В холодильнике что-то взять, надо спросить, можно ли взять. Если ты куда-то что-то сделал не так, все, тебя там, не знаю, не покормят или еще что-то. И она очень часто со мной делала уроки. Это был просто ужас. У нас лежал справочник специально для этого. Такой вот толстый справочник, я уже не помню, что там за справочник такой. Для того, чтобы бить меня по голове, когда что-то у меня не получается в учебе. Я тогда начала, калечить себя, резать. Просто мне как-то было так больно, что мне казалось, что лучше уж будет физическая боль, чем как-то, внутренняя, что ты там сидишь, реально кричишь внутри себя, и вот от этой вот боли. Мне казалось, что проще так, легче. Самое светлое воспоминание. Наверное, но это плохо помнится, когда только мы приехали из детского дома домой, мы переступили порог, и мать спросила, что ты хочешь кушать? А ты когда растешь в детском доме, тебя, в принципе, такие вопросы не задают. Ты ничего не знаешь, что можно приготовить, в смысле. И вот она старалась что-то там готовить, какие-то мне постоянно красивую одежду покупала, платьишки какие-то такие красивенькие, и игрушки какие-то тоже такие. Для меня казалось это все очень такое необычное. Все. А потом оно быстро закончилось. Я не знаю, в какой период, но очень быстро как-то оно переключилось. Я знала, что брат там, сестра там. Мне за это влетало даже. То есть у меня такие фразы даже были, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Вот это, скажем, самое лучшее, что говорилось в эти моменты, когда я спрашивала, когда мы брата заберем. Сестра Лена, то есть Елена, получается, брат Леня. Фамилия у нас была Минкевич. То есть я думаю, что сестре где-то 35, а брату под 40. Вот где-то, может, даже больше. Я бы хотела их найти. Я об этом не думала, что надо уйти. Просто стечение обстоятельств, что умер дедушка, и бабушка осталась одна. То есть я маме начала говорить о том, что, смотри, все очень плохо, она одна, уже старенькая, давай я к ней перееду. И я переехала тогда к бабушке. Все, так более-менее моя жизнь наладилась. Когда я начала работать, я мыла окна. В день получалось где-то от 50 до $100. Нормально. Для студента вообще хорошо. Все куда-то что-то тратили, а я надо, у мамы там телефон упал, разбился, надо телефон купить, потом жена что-то мне там говорила по поводу того, что что-то там с плитой не то, надо плиту заменить, и заказала плиту. Нам привезли, установили, она позвонила своей подруге пожаловаться, что какая я плохая, купила.
Я стою чуть ли не со слезами на глазах, потому что, блин, вот вроде стараешься что-то делать, опять что-то не так. Я уехала, мне пришло письмо, прикиньте, по почте. Открываю письмо наверное, на 4 листах А4 рукописного этого текста с объяснением того, что я проститутка. Что вот я вот узнала, что телефон стоит столько-то, а плита стоит столько-то. Где ты вообще такие деньги типа взяла? Произошло еще кое-что. Она мне такая звонит, говорит, ну вот ты там летняя сессия закончится, приезжай домой. Ну, обычно такого не было, чтобы она звонила мне, говорила, приезжай. И это было уже поздно, она меня встретила на вокзале, сели мы в такси. И я ей говорю, типа, давай, ну, какая разница, мы домой поедем или мы поедем к бабушке? Она такая, вот, ты что, не понимаешь? Она умерла. То есть до этого она болела, я приезжала, мне мама рассказала, что она больна, и я приехала сразу же. Вот, и меня мама попросила не звонить по этому поводу, ну, вообще не звонить. Я начинаю уже сопоставлять, думаю, так это месяц назад произошло, месяц. Я говорю, почему ты, ну, мне не сказала? Она говорит, ну, ты училась, сессия важнее. То есть это был вот единственный человек, которого я вот в жизни как-то принимала как родного. Это через пару лет произошло. Я приехала домой, и открылась дверь, и она вышла и меня обняла. Обняла. Первый раз в жизни. Через пару часов ей стало очень плохо. Приехала скорая. Врач сказал, что у нее онкология, потом уже там метастазы, все. Оставил уколы. Но уколов хватило на очень мало. Наверное, на минут 15. Следующего, наверное, на 10, и все. И они, в принципе, уже не помогали никак. Я на следующий день поехала в поликлинику. В поликлинику к ее участковому врачу. Она такая, да, она писала отказную. А у нее уже пошло помутнение рассудка. То есть, получается, вот, я вчера приехала, сегодня уже все очень плохо стало. Через 3 дня она умерла. Я учебу не закончила, потому что, ой, физмат это не мое. Оно мне дано, но не мое, я не хочу. Я хотела вообще в другую степь пойти, но мать не разрешила, все решала она. Там что-то попробую, там что-то попробую. Ну и вроде как себя на сей момент я уже нашла. Вот. У меня ребенок, у нас очень хорошие отношения. То есть у нас вообще, наверное, вот из-за этого всего я понимаю, как делать нельзя. У меня замечательная семья, реально очень хорошая, мы друг друга очень поддерживаем. Вялим мясо, колбаски, ну, вот все, вот этим, все, что связано с домашним, грубо говоря, да, вот, ну, это все делаю я. У нас типа как производство. У мужа свое, у меня свое, но он мне очень сильно помогает в этом всем, потому что я бы одна не справилась. Сейчас мы ремонтируем домик в деревне, здесь недалеко. У нас будут курочки. Смешно, да? Очень хочется что-то очень большое, чтобы именно дать людям места рабочие. И вообще хочется эту деревню оживить, чтобы туда приехали молодежь, построить большую красивую детскую площадку, типа как сада какого-то, потому что ну, в деревне не хотят из-за этого ехать, потому что ребенка некуда пристроить. Но мне почему-то кажется, что это будет как-то не прям называться деревня, мне кажется, что это будет все очень красиво, и людям там понравится.